Всем привет! С вами Рина Минквион, и вы на канале Семисен по-русски. Сегодня мы устроим небольшой урок рукоделия и будем изготавливать доокаки. Это такая мякотка, которая надевается сверху на деку семисена. Происходит от слова до, в данном случае дека семисена, и каки, что произошло от глагола какеру, надевать, в смысле украшения, что-то вешать такое. Так что давайте приступим. Для начала нам нужна выкройка. Например, вот такая вот. Это я делал для своей деки, подгонял размеры. Можно вырезать из бумаги, обвести на картоне и склеить. Можно сразу печатать на картоне. Например, вот. Я печатал напрямую на картоне, вырезал, склеил. Получилась вот такая вот штуковина. Все довольно просто. Здесь также. Все как в детстве. Я уберу пока. Теперь ее надо немножко укрепить. Для этого возьмем газету. Вот у меня есть навигатор. Наша местная газета бесплатная. А может не бесплатно, не знаю. Нам кидают ее в ящики постоянно. Нам надо сделать что-то типа папье-маше. Берем, нарезаем мелко. Вот сразу несколько листов взял. Молодец. И будем оклеивать. Все тот же Tide Bond 2. У меня его много, мне его не жалко. Во, потек. Сперва я накладываю на углы. Ну, конечно, так жирно не надо. Здесь можно использовать и ПВА какой-нибудь, собственно, эту штуку тоже ПВА склеивать можно. В принципе, тут не принципиально. Единственное, сам картон вы каким-нибудь клеем-карандашом не склеите. Да я бы и не рекомендовал, наверное. В общем, я ее заклеил газеткой. Думаю, газетку можно убрать. Следующий этап. Блин, клеит куча. Следующий этап — это что-нибудь мягкое. Например, войлок, поролон или тому подобное. Войлок. Ну вот в таких рулонах он продается. Видите, довольно тоненький. У меня уже есть вырезанный кусочек. Он немножко трудновато режется. Собственно, как мы выбираем размер? У нас будет цельным куском так, так и так. Соответственно, в эту сторону размечаем, чтобы вот так влезало. И что и? Давайте клеить, что? Опять же, наш любимый клей, который клеит все. Он реально клеит все. Клеить будем в несколько заходов. Мне так кажется. Ну, сейчас посмотрим. Главное, края промазать. С ними всегда проблемы. Везде, всегда. Вот. Что у нас получается? Бдыщ, бдыщ. У меня есть вот такие вот прищепки-струбцинки. Попробую ими. Хотя не. Ими, наверное, не получится. Так, нам нужно полукруглую форму сохранить. Поэтому лучше что-нибудь подложить туда. Я что-то не подготовился.
Ну, тогда мне это даже было без разницы. Нет, ладно. Вот мы ее приклеили, и надо, может, немножко придавить. Вот. Придавить. Да хоть самим войлоком, рулоном с войлоком. Дальше все равно мы будем еще обтягивать тканью, края заворачивать. Так что давайте подождем минут 15. Клей подсохнет, и можно будет клеить дальше. Будем считать, что оно приклеилось. Теперь можно заворачивать. Но сначала надо вырезать по форме. Вот что нам надо. Можно, конечно, с этого начать. Но мы сначала отрежем боковушки, приклеим боковушки. Для этого понадобится маркер. Так, один сделали. Теперь со второй стороны делаем то же самое. Собственно, что мы сделали? Разрезали, чтобы отделить плоскости. Она вот так будет удобнее приклеиваться. Здесь потом тоже обрежем. Но для начала приклеим боковушки. Вот их надо клеить с таким промежутком, что вот у нас раз прижимается. Мужик, иди нафиг. Два прижимается. И пространство между струбцинами у нас получается вот такой вот бугорок. Для этого кыш, используем деревяшки. Ну что, начнем. Вспомню, как это делается. Мужик, иди нафиг. Сделаем половинку. А там посмотрим. Так. Деревяшки. Струбцины. Хоба. И дальше струбцина. Главное, чтобы деревяхи не приклеились. Я думаю, приклею нижнюю, верхнюю, потом продолжим. Прошло около часа, наверное, где-то. Я в 2 захода приклеил боковушки. И теперь надо приклеить переднюю и заднюю часть. Предварительно я вырезал по форме, обрезал. И сделал пропилы. Пропилы какие? Подрезал я сантиметра на 2. Так как у нас форма полукруглая. Вот видите, как торчит, как ушки. Мы их потом, опять же, обрежем. Опять же, здесь ничего сверхъестественного нету. Ну, кроме того, что клей не выходит. Сейчас главное приклеить, а потом уже будем края подрезать. Хотя их можно будет тканью затянуть. Так вот, хоп. Красиво, хоп. Раз. Два. Наверное, надо немножко даже не так. Не у самых краев зажимать. Ну, в принципе, ничего не слишком уж принципиально. Я сейчас к стеночке прислоню. Вот. Небольшое короткое включение по поводу приклейки. Осталось недолго до следующего большого шага. Возвращаемся. По-моему, немножко темнеет. Давайте включим свет. Здравствуй, баланс белого. Так, ну, в принципе, у нас все оклеено. Надо только лишнее отстричь. Ну, здесь, наверное, можно слишком не срезать. Просто вот эти острые углы так подрезать. Все.
И можно приступать к следующему действию. Шаг следующий. Ткань. Клей уберем. Это у меня сатин. Рисунок турецкий огурец. По-моему, он так называется. У меня ее здесь много. Сейчас надо найти. Так, вот это вот мы уберем все. Где я отрезал в прошлый раз? Мы сейчас в ширину возьмем, чтобы было с запасом. Так она у нас... все, понял. Тикс. То есть нам надо, чтобы она вот так завернулась сюда, сюда и сюда. То есть где-то вот здесь вот. Вот здесь. То есть где-нибудь вот по вот этой вот складке. Сейчас отрежем. Текс. Это соберем. Давайте с этой стороны, чтобы вам было лучше видно. Вот так, где-то здесь у меня находится центр. Да. Первым делом я закрепляю вот эту часть при помощи обычного степлера. Смотрите, надо втыкать, чтобы с этой стороны сюда вонзился степлер. Вот, отлично. Теперь и надо ее здесь зафиксировать. Ну, это уже из ряда фантастики. Так, продеваем. Выбираем материал. Засовываем степлер туда, подальше. Вот на середину. Так, здесь нормально. И хоба. Все. Это так, это мы первично зафиксировали. Теперь нам предстоит самое интересное. Берем нитку, в данном случае красную. Берем иголку. Какую бы выбрать? Вот это вот среднего какого-то размера, не знаю. Набор игл номер 2. Ну ладно, возьмем побольше, что. Вот сейчас будет самая дичь. Потому что шить ровно я не умею. Наверное, я взял слишком много нитки. Ну да ладно. Чтобы сделать так же, как здесь. На камере, наверное, плохо видно. Это миллиметров 5 от края я отступаю. Надо вот с этой стороны начинать. Хоба. А стежки, какие придется, такие и будут. Так, и вот у нас угол. Главное не проткнуть себя. Хоп. Так, ну вот, одну сторону мы сделали. Текст. Теперь надо как-то это затянуть. Не знаю, будем считать, что завязал. Так, здесь нам надо отрезать, кстати говоря.
аккуратненько. То есть как-то... Вот это будет так, здесь складка. Так, теперь вторую сторону натянуть. Это уже будет хорошо. Что мне хватит? Текст. Натягиваем. Вот здесь надо уже следить за натяжкой, чтобы вот это все было ровненько. Ну вот, мы натянули в этом направлении. В принципе, можно будет скоро оттяпать ткань. Теперь надо здесь все сделать аккуратненько. Наверное, сначала ткань уберем. Да, например. Так, все. Это мы обрезали. Я сделаю вот так. По-моему, неплохо. Так, ну, более-менее прилично. Повторим это здесь. Вкладываем тряпку. Ладно, ткань. Ну все. Мы основное сделали. Теперь можно сделать люверсы. Куда я сделал? Вот такой аппарат у меня есть. И есть сами люверсы. Мы берем, так, шайбочки. Так, вот эти поменьше. Для начала надо пробурить отверстие. Пробить. На каком расстоянии я делал? Два. Возьмем 2 сантиметра. Эту я на полную засовывал, насколько я помню. И все, так. Доставайся ты куда-нибудь. С этой стороны тоже 2 сантиметра. Теперь установим 2 люверса. Итак, вставляем большую сюда. Так, надеваем ткань, сверху колечко. Теперь у нас здесь есть сам боек и штырек. Вот боек надо на ту часть, которая будет клепаться. Хоба! Все, нормально расклепался. Все, одно есть. Большой. Какой большой? Ну, в принципе, и второе готово. Теперь зайдем с этой стороны. Тоже сделаем 2 отверстия. Проверяем, что он прошел насквозь. Это сюда.
А, это наверное. Так, надо чего-нибудь. Что это такое? Сколько еще плотно? Эх, отваливается все. Надо, чтобы люверса была подлиннее. Ну тут уж какие есть. Ой, она ж не предназначалась для такой толщины. Это уже мои замашки тут. Вроде расклепалась. Ой, а, вот, нашлась. Ну все. До каки готово. Давайте приберемся. Надо теперь перекинуть веревки. Веревка это у меня шнур бытовой. Ровно из того же, что и Нео. Она была вот так вот и вот так вот. Ну, это не принципиально. Просто я так захотел. Давайте уберем инструмент. Вот так вот. Примерим. Вот, сидит плотно и не болтается. То, что надо. Есть крест-накрест. Завязываем. Внезапная атака. Так, не мешайся. Это, конечно, вообще не удобно. Относительно этого, конечно, сделаем немножко. Вот так. Вот, все. Теперь она никуда не шевелится. И играть будет одно удовольствие. Что ж, спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас получится сделать свою Дуо Каки так же легко, как и у меня. Всем пока и всем добра.